только что закончился матч Natus Vincere против Hellraisers, где Нави одержали безоговорочную победу со счетом 2-0. Сразу же после матча мы говорим с Александром Симплом Костылевым, вы, конечно же, его все знаете. И первый вопрос тебе. Первый матч, первая победа, как впечатление? Ну, мы знали, что они пикнут Кобл, хотя мы Кобл уже давно не тренировали. Проиграли одно фулл-эко, как я помню. Был очень обидный раунд, но потом собрались, выиграли первую карту, знали, что вторая наша сильная карта, которую мы выиграем 80% случаев. И приятно победить первую игру, но дальше будет сложнее, и нам нужно играть еще лучше. Смотри, для тебя этот матч был принципиальным? Нет. Ты играл в Hellraisers за свою карьеру как минимум один раз долго, один раз. Нет, для меня вообще не было принципиально играть. А какой матч будет принципиальным для тебя на StarLadder? Наверное, против команды или FaZe, или СК, потому что они одни из самых сильных. А как ними насчет приятно Gambit? В последнее время у вас статистика против... Нет, с гамбитами все просто. Мы проигрываем игру, выиграем чемпионат, поэтому... Вы готовы отдать эту игру? Ну, нам также не везло. Если вспомнить все предыдущие игры, то первую мы выигрывали 9-1, 12-3 за атаку вроде, проиграли на допах. На нюке мы проиграли сами себе. Ну, они, конечно же, они сильно подготовились к нам, но мы тогда еще не были готовы психологически, мы не работали над этим. И сейчас все получше. Сейчас вы работаете над своей психологией, да? Да. То есть у нас бывает такое, что когда мы проигрываем обидные раунды, мы в голове себе представляем, что опять может повториться то, что повторялось раньше. И каждый пытается индивидуально фиксить эту ошибку, не думать об этом, выкидывать лишние мысли с головы и концентрироваться на своей роли, индивидуальной, в первую очередь. Потому что все зависит в индивидуальных действиях, в некоторых позициях и в ситуациях. Ну и также коммуникация, конечно же. В общем, совсем недавно Кейн проводил АМУ у себя в своем паблике ВКонтакте, где он сказал, что победа на StarLadder для него не является приоритетной задачей, да? Приоритетная ли эта задача для тебя, и как ты относишься к словам своего тренера? Ну, во-первых, я бы не сказал, что за такое промежуточное маленькое время можно выигрывать турниры. То есть мы видим команды, которые играют по 2 года вместе, как СК, FaZe уже повыигрывали чемпионаты. Я думаю, Миша хотел сказать, что нам нужно время для тренировок. Мы, например, не вышли в Катовицу. Если бы мы вышли, то сразу после StarLadder мы бы летели туда, не успев ничего разобрать, разобрать ошибки и перестроить свою игру, мы бы очень сильно читались. И вот впервые у нас появится время после StarLadder нормально потренироваться, хорошо потренироваться, у нас будет где-то месяц. То есть мы планируем съехаться все опять на буткемп на 2-3 недели и потренироваться еще лучше. Если говорить конкретно об этом турнире, то для тебя это больше турнир на победу или такая, тренировка на официальных играх? Да, я не знаю. Просто хочется хорошо сыграть. Мы будем играть каждую игру, и нам нужно становиться сильнее. У каждого игрока в своей жизни было больше поражений, чем побед. Поэтому как будет, так будет. Два варианта проиграть. Первый — это самому себе, опять же. А второй, если команда действительно сильнее. Но команда, если действительно сильнее, ты не проигрываешь самому себе, то счет очень близкий, ты проиграешь. Такую игру не то, что приятно проиграть, тебе не так уж обидно становится. Хорошо, что ты затронул тему Катовицы, да? Угу. Вы там, провалились в нескольких играх. Почему, в принципе, вот так? Во-первых, это... Нехорошо выступили, да? Во-первых, это онлайн-матчи, то есть не так все игроки заряжаются перед матчами, как на том же лане, на любом лане. Во-вторых, эта команда, наверное, лучше подготовилась или... Да вообще это онлайн. Я бы не судил, кто сильнее по онлайну. То есть вот мы, например, выиграли FaZe, но мы не можем сказать, что мы их сильнее на данный момент. Это надо проверять на ланах и не на одном. Мы можем увидеть 2-3 команды, СК, FaZe, Cloud9 уже набрали хорошую форму. Видно, что они борются в каждой игре. На каждом турнире они занимают высокие места, выходят в топ-8. Но разве Нави не должны обыгрывать даже в онлайне, например, такую команду, как Epsilon? А FarmSkins вам не задался? Да я не знаю, просто неудачный день был. У кого-то были какие-то проблемы, у кого-то было плохое настроение. Не так сильно важен для нас на самом деле был этот турнир. Так получается. Просто так случается. Кстати, в интервью нашему порталу Electronic сказал, что у вас были проблемы с джетлагом в
первые дни по приезду? Это еще одна из причин. У нас неделю или 10 дней, ну, кто-то не мог уснуть, кто-то вообще не спал. Может, это тоже сказалось. Мы не могли нормально потренироваться, потому что были некоторые проблемы личные, нужно было их решить некоторым игрокам. И вот это вот все сказалось, все вместе, и вот мы и проиграли. Хорошо. На серии, на которой мы сейчас находимся, ну, новый формат турнира, тут в групповом этапе швейцарская система с best of 3 форматом. Да. Скажи, для тебя это больше плюс или минус? Для меня лично это плюс, потому что best of 1 матчи всегда были рандомные, везде можно увидеть, что команды ниже уровнем выигрывали выше уровнем команды, да. И сейчас можно определить, кто на самом деле сильнее. Я бы на самом деле еще сделал такую схему проведения, как best of 3, каждый с каждым, но это было бы дольше. Зато так можно определить, кто выйдет с 1 там, по 8 место, кто выйдет в плей-офф. Это намного интереснее. Сделать финал best of 5. А не боитесь перегореть? Ну вот, играя best of 3, best of 3, best of 3, best of 3, в финале даже best of 5. Так везде, так в футболе. У них по 3 тренировки в неделю, у них много чемпионатов, всегда летают. Это наоборот интереснее. Как получится у каждой команды выступить. Конечно, кто-то будет больше уставать, кто-то меньше. Но все-таки в конце будет явный победитель, который выиграл больше всего best of 3, вышел в плей-офф. И неважно, какая сетка уже в плей-оффе. Ты выиграл все best of 3 в группе. Ну, ты вышел, там, например, с того же 4 места, ты выпадаешь на 1, выигрываешь ее, и сразу определяется победитель. И эту команду реально можно назвать лучшей командой, ну, в мире на данный момент. То есть ты за вот такой вот будь достаточно буквальный фейерплей, правильно? Да, это лучший формат, лучше нельзя придумать. Не GSL-система, не Best of 1 Swiss, не Best of 3, только эта система. Но эту систему очень сложно сделать, это надо подстраивать все эти твичи, все-все-все. Теперь придется всем организаторам турниров приглашать Симпла, он сделает настоящий турнир. Вот такой другой вопрос тебе. Смотри, нашумевший TeamSpeak, который выложили, наверное, уже только ленивый о нем не сказал, но все же мне хочется такой вопрос, такой аспект задеть, да? Как вы относитесь к тому, что ваш TeamSpeak выложили, и как-то Зевс обсуждал этот момент с вами или нет? Не, ну он говорил, что он выложит. Мы понимали, что эту игру мы проиграли, о нас много могут сказать негатива, так как мы общались, так как мы сыграли. Но люди не понимают, что эту игру мы проиграли также по психологии. Мы не так играли карту «Мираж», как мы играли на тренировках. И это повлияло на такой исход. То, что там Даня говорил, я не знаю, что делать, еще такое бывает. То есть вот эту всю волну хейта вы ожидали? Если люди думают, что капитан должен говорить всегда, в любой момент, и он не может потеряться или не может там, если у него нет идей, то люди думают, что это очень плохо. На самом деле мы должны были включать, мы должны были предлагать. Ваня один раз предложил, когда сказал занять мид, это один из 2 раундов, который был. В общем, как? Вот ты сидишь, сейчас, извините, перебиваю, вот ты сидишь за компьютером, да, вы матч, у вас там накал страстей, и тут Зевс говорит, я не знаю, что делать. Вот, и что у тебя, вот, перестроиться по ходу игры тяжело, нет? Просто начинают идти предложения других игроков. То есть обычно Даня не так говорит. Это он так сказал, потому что мы не играли так, как тренировали. Обычно он спрашивает, во-первых, это тайм-аут, во-вторых, это он спрашивает игроков, он может меня спросить, Элика. Просто говорит, парни, есть какие-то идеи? Потому что у каждого капитана может вылететь какая-то мысль с головы. Вот смотри, сегодня наблюдал ваш матч в групповой стадии, да, когда вы играли с Hellraisers. И по игре ты даешь очень много информации. Прям, выделяешься ты, Зевс, там, вот 2 вас. Зевсу уже больше 30 лет. Рано или поздно он уже подходит к тому возрасту, скажем так, киберспортивному пенсионному. Не думаешь ли ты, что в принципе ты как АВЭПер можешь стать потенциальным ингейм-лидером? Не, я об этом сейчас не думаю. Конечно, надо каждому игроку все навыки качать. Коммуникация, ингейм-лидерство, играть на разных позициях, как луркером, энтрифрагером, АВЭПером. Тренировать все, все, чтобы... А это как в жизни. Какая? Моя любимая? Роль, да. Ты сейчас исполняешь снайпера, но известен ты в первую очередь еще и за калаш. Просто мне нравится тренировать индивидуальную игру. Это АК, Кольт, АВП и ЮСП. И всякие диглы. Это каждый человек должен понять, что это надо делать.
Короче, я не думаю об этом. Не думаю, чтобы капитанить. Хорошо, ну это капитанство такое. Еще, может, придем к этому через год, Это два, очень три, неважно. сложно. Да, это Если это люди очень думают, сложный процесс, согласен Ты полностью. с тобой. должен вместе с тренером все обсуждать, все обговаривать, готовиться вместе к матчам. Это уходит достаточное количество времени, чтобы попортить свою индивидуальную игру. Смотри, кроме того, что ты известен за свой там двойной нонскоп, да, ну, твой самый известный хайлайт, ты еще известен за то, что ты очень импульсивный игрок. Мгм. Ты весьма эмоционально иногда бываешь, высказываешься на стримах и тому подобное. Мгм. Смотри, у нас есть такая рубрика на сайте, называется «На экспертное мнение». Если кому интересно, Сеня, который принимал как-то в ней участие, сказал, что на роль снайпера больше подходит человек с таким максимально спокойным темпераментом, ровным. Вот. То есть, как тебе кажется, твой буйный характер иногда может тебе помешать? Не знаю, с чего это Сеня взял, может с 1.6, но если мы посмотрим на все вейперы, это Fallen, который занимает очень ближние позиции с АВП, он двигается очень много. Девайс, который стреляет в одной точке, перемещается на другую. Но они все быстро двигаются. Гвардиан, он более пассивный снайпер. Кеннис, вот Кенниса я до сих пор не могу понять. Он то активный, То ли активный, но он больше активный. Ага. Я не согласен, что более спокойный игрок должен быть авайпером. Вот более спокойно это можно навести пример Скадудл, который выполняет суппорт-роль. Он делает больше помощи своим тиммейтам. Он накидывает флешки, делает свои пики, играет закрыто, чтобы не умереть от другого снайпера. Ну, я не считаю, что Что это импульсивные необходимо, да? игроки хуже играют с АВП, чем пассивные, например. Хорошо. Вот твои фанаты, много я видел у тебя в комментариях, спрашивают, когда ты вот возьмешь в руки свой калаш и идешь, развалишь сам в пятерых. Планируешь ли ты, чисто гипотетически, ну, допустим, какая-нибудь ситуация возникнет, и вы там с Флэми поменяетесь местами, он станет мейн АВП, а ты возьмешь в руки калаш? Просто в игре? Да, в игре. Да, у нас такое бывало. Если, например, у меня не получается играть с АВП, на том же Инферно, на банане, я говорю на АВП дайте мне там АК, чтобы я мог просто быть более активным. Потому что с АВП ты делаешь выстрел, тебе дают смог, все. Ты ждешь своих тиммейтов, чтобы сделать ретейк. А с АК ты можешь подстроиться под смог, можешь выйти под флешку. У тебя есть 30 патронов в обойме. Ты можешь делать все, что хочешь. Ну, я считаю, что АВП роль как индивидуальная, она более легче, чем райфл роль. Но по позициям нужно очень много апгрейдиться каждому игроку, кто хочет играть с АВП. Он не должен репикать, когда у него есть преимущество. Он сделает пик, не нужно репикать. 3 совета игрокам, которые хотят начать игру свою с АВП. Выбирайте более выгодные позиции. То есть вы можете увидеть это в играх, как пикают игроки, как они перемещаются. Дальше второе, не надо репикать. Если у тебя 5 в 3, 5 в 4, ты делаешь еще один минус и пытаешься отойти, знаешь, что у тебя есть гранаты и тиммейт, который очень далеко. Тебе надо потянуть время. Ну и третье, это не забывать тренировать другие оружия, потому что самые сложные моменты будет экономика всегда портиться у обеих команд. И ты будешь играть то с пистолетом, то с галилом, с АК. И это будут самые важные раунды в игре. Тот, кто делает меньше ошибок, тот выигрывает. Ну, так часто и случается, Да. такая прописная истина. Слушай, раз уже у меня есть такая возможность у тебя поспрашивать, я уже докопаюсь до конца. Про тебя весь мир знает как про Симпла, но очень мало, буквально это показывается в некоторых роликах, про тебя как про Сашу Костылева обычного. Вот чем ты занимаешься, когда ты не играешь в Counter-Strike? Твой досуг? Я люблю проводить время с друзьями. Мы, бывает, собираемся, играем на PlayStation, FIFA и прочее. А в Делаем КС какие-то... играешь с ними? Да, Или конечно. это трата времени? У меня друзья не так уж много играют в КС, кто-то на работе, кто-то не играет просто в КС. Он играет, но он не как я, не пытается стать профессиональным, не проводит достаточно времени. Просто играем в FIFA, гуляем. И Какая всё. твоя любимая команда в FIFA? С Ежиком FIFA? играли, кстати? Нет. Вы вместе в Нави? Нет, еще не играли. Еще не играли? Моя любимая, вообще у меня был любимый игрок Ибра, и он перешел в Манью. Я как-то начал следить за Манчестером, да. Сейчас слежу за Тоттенхэмом, мне очень нравится их состав, А за вы, кстати, Алисоном. с Иброй очень в каком-то смысле похожи в плане ведения своего твиттера. То есть, Да. что Ибра любит акцентировать внимание на себе, и таким небольшим трэш-током, знаешь, завести толпу. Что ты иногда, вот вспомни тот же PGL Major, да, когда ты там писал,
То есть это у вас случайно или ты там, может, Нет, случайно. посмотрел? Но мне единственное, что нравится в Твиттере Ибрагимовича, он каждый свой трофей выкладывает со своей фотографии и просто пишет номер. Мгм. Какой. Поэтому надо только получить трофей, чтобы так же делать. Ну, так у вас вон уже зимой был трофей. Ну, это такой трофей, Это такой себе который, трофей. да, который неинтересный, А трофей Стар-серии лучше? конечно. То есть уже сфотографируешься с номером. Конечно, победить в Киеве очень приятно, при болельщиках. Родные стены будут же греть, правильно? Да, я надеюсь. Надеюсь, не как будет позапрошлый раз, когда нас выкинули китайцы с этого турнира. О, Господи. Поэтому Вспомнить. Сердце тут тёхнуло. уже и корейцы, и китайцы, и Тайлу, и Да. кто там, Вичи. О. Или... Не, Вичей А, здесь точно MVP, нет. MVP. Да, да, да. Ну, я видел, они хорошо боролись с Фэй сегодня на второй карте. Или это Тайлу были? Тайлу. С СК играли. И MVP, да, да, MVP. выиграли даже 9-6 в сторону ВСК. Да. Вот такой вот у нас Counter-Strike, и мы потихоньку будем завершаться. Спасибо тебе большое за то, Спасибо что вам. нашел время для Game Inside UA. Удачи тебе, удачи, покажите себя в плей-офф. Спасибо. Ждем побед. Спасибо.